Всем привет, приветствую на канале. Сегодня я подготовил видеосборку для владельцев BMW. Тайм-код с навигацией вы найдете под этим видео. Как продлить ресурс автомобильному аккумулятору в зимний период. Зимний сезон приближается, и тема становится очень близкой для всех автомобилистов. В том случае, если аккумулятор разряжается при температуре минус 5 градусов, скорее всего аккумулятор уже вышел из строя или близок к выходу из строя. Можно попытаться зарядить аккумулятор полностью, оставив его заряжать на несколько суток на зарядной станции. Но учитывайте тот факт, что если аккумулятору свыше 5 лет, есть очень большая вероятность, что он вышел из строя и зарядная станция уже не поможет. В этом случае покупка нового аккумулятора. Даже если удастся зарядить аккумулятор в таком состоянии, вы запустите автомобиль и даже будете ездить на этом аккумуляторе какое-то время, при понижении температуры до минус 10 градусов и ниже аккумулятор снова разрядится. И все равно вы будете вынуждены заменить аккумулятор на новый. Срок службы есть срок службы. Касательно обслуживания аккумулятора. В том случае, если морозы до минус 30 градусов и аккумулятор новый, в хорошем рабочем состоянии, запускать автомобиль он будет безупречно. Для того, чтобы продлить срок службы аккумулятора годовалого или двухгодовалого, стоит подключать зарядную станцию к терминалам под капотом автомобиля или снимать аккумулятор и ставить его на заряд. Такое действие стараюсь делать каждый год до начала первых заморозков и понижения суточной температуры до минус 5 градусов. Что немаловажно, если у вас короткая продолжительная поездка по городу 5, 15, 25 километров суточного пробега, это также плохо сказывается на заряде аккумулятора. Он напросто не успевает зарядиться на все 100% и постепенно начинает деградировать. Заряд у аккумулятора некачественный и неполный. Это еще одна из причин, почему стоит заряжать аккумулятор на зарядной станции в межсезонье, хотя бы один раз в год. Это существенно продлит срок службы вашего аккумулятора. Также рекомендую очищать клеммы аккумулятора от оксидации, что улучшит контакт клемм и минимизирует потери тока. Что немаловажно, после очистки клемм стоит нанести спрей для защиты полюсов клемм аккумуляторной батареи. Такого рода защитное покрытие минимизирует вероятность образования оксидации на клеммах аккумулятора и улучшит контакт клемм с аккумуляторной батареей. Что делать в том случае, если замерзла ручка? Это проблема, с которой сталкиваются достаточно часто владельцы BMW X5 E53 кузов и не только. При понижении температуры дверная ручка подмерзает, вы ее открываете, но дверь закрыть уже не удается, поскольку механизм самой ручки уже подмерз и не дает нам это сделать. Для того, чтобы зафиксировать дверь, нам нужно сделать следующее действие. Подтягиваем ремень безопасности. Далее продеваем через дверную ручку внутреннюю и фиксируем его. Далее продолжаем движение 5-10 минут, после чего у нас ручка дверная размерзается и дверь можно повторно закрыть. Это единственный рабочий способ, как разморозить ручку. Сейчас мы рассмотрим еще один вариант, как можно открыть лючок бензобака в том случае, если сломался электрозамок. В багажном отделении нам нужно открыть правую облицовочную панель и найти там вот такой тросик зеленого цвета. Если его сразу не видно, посмотрите за обшивкой. Достаточно часто бывает так, что во время сборки и разборки тросик может уйти туда под обшивку и его не видно с первого взгляда. Для того, чтобы нам открыть лючок бензобака, нужно потянуть его на себя и тем самым мы открываем лючок бензобака. Как устранить шум, который исходит от климата? Смотрите, шумит у нас вентилятор климат-контроля. Этот вентилятор подает у нас порцию воздуха на сам датчик климата. Видео о том, как снять панель климата, уже есть на канале. Ссылочку я оставлю вверху в всплывающем окне и под этим видео в описании. Вентилятор климата у нас шумит из-за того, что он сильно загрязнен со временем. Его нужно снять, очистить. И сразу скажу, что нужно нанести дополнительно силиконовую смазку на сам вал нашего вентилятора климат-контроля. Также подойдет универсальная проникающая смазка. Наносить смазку нужно сугубо на вал самого вентилятора. Небольшое количество. Я наносил при помощи ушной палочки. После очистки вентилятора климат будет работать абсолютно бесшумно. Вот, допустим, как сейчас. Еле-еле слышно работу вентилятора климата. Отдельное видео о том, как снять и очистить вентилятор, тоже есть на канале. На это видео я ссылку добавлю в описании. Рассмотрим, как определить дату производства аккумуляторов Bosch и Warta. Bosch и Warta абсолютно одинаковые аккумуляторы, поэтому информация относится как к производителю Bosch, так и Warta. Для того, чтобы определить дату производства аккумулятора, нам нужно найти 9 или 13-значный код, который находится на корпусе аккумулятора.
Третий по счету символ этого кода будет обязательно буква C. Далее нам нужны будут цифры, которые находятся после этого символа, после символа C. Четвертый символ по счету, последняя цифра года выпуска. В нашем случае это цифра 9, 19 год выпуска аккумулятора. Пятая и шестая цифра – это зашифрованный код месяца. Для упрощения задачи необходимо запомнить 3 последующие цифры после буквы C. В моем случае 9, 5, 9. То есть 4, 5 и 6 цифры. Далее я предоставлю таблицу, в которой нужно найти данные цифры. На моем примере цифра 959. Это ноябрьский выпуск 2019 года. Один из подписчиков интересовался в комментариях, какую клемму аккумулятора необходимо снимать первой, минусовую или плюсовую. Минусовой провод идет сразу у нас от клеммы аккумулятора к кузову. Плюсовой провод идет на силовые предохранители и реле. Если же мы будем снимать первой плюсовую клемму аккумулятора, есть большая вероятность того, что мы сделаем короткое замыкание, поскольку минусовая клемма у нас сразу идет на кузов. И при неосторожности мы можем задеть плюсовой клеммой кузов автомобиля. Поскольку у нас есть горячие блоки, может произойти короткое замыкание. Для правильного отсоединения аккумулятора нам нужно снять минусовую клемму аккумулятора. Снимаем. После чего откручиваем плюсовую клемму аккумулятора. Далее, какую клемму аккумулятора необходимо устанавливать первой? Первой необходимо устанавливать плюсовую клемму аккумулятора. Зажимаем. И потом устанавливаем минусовую клемму аккумулятора. И зажимаем. Для того, чтобы отсоединить аккумулятор и сохранить все настройки, которые есть в автомобиле, нам понадобится дополнительный аккумулятор и комплект проводки. Проводку мы будем подключать к клеммам, плюсовая клемма и минусовая клемма. Сначала подключаем плюсовой клеммник, затем подключаем плюсовой клеммник к плюсовой клемме на аккумуляторе. Далее подключаем минусовой клеммник к минусовой клемме под капотом и подключаем клеммник минусовой к минусовой клемме на аккумуляторе. После того, как мы подключили дополнительный аккумулятор к клеммам, которые находятся у нас под капотом, можем приступить к снятию аккумулятора. Сначала откручиваем минусовую клемму, затем плюсовую. Снимаем минусовую и откручиваем плюсовую клемму. Снимаем плюсовую клемму. Далее снимаем вентиляцию с аккумулятора и откручиваем крепежный винт. Теперь можем снимать аккумулятор. И сейчас сделаем замер с наших клемм аккумулятора, которые находятся в багажнике. Подключаем тестер к плюсовой клемме, щуп красного цвета, и подключаем щуп черного цвета к минусовой клемме. На мультиметре у нас показатель 11,8 вольт. При таком подключении все настройки и память не обнулятся, сохранятся в памяти автомобиля. И по поводу правильности отсоединения вспомогательного аккумулятора. Сначала мы устанавливаем аккумулятор в посадочное место, затем подключаем плюсовую клемму и подсоединяем минусовую клемму. Далее на вспомогательном аккумуляторе отсоединяем минусовую клемму, затем отсоединяем минусовую клемму на кузове и отсоединяем плюсовую клемму, которая находится у нас под капотом, и отсоединяем плюсовую клемму, которая находится на вспомогательном аккумуляторе. Как посмотреть точный остаток литров в баке? Остаток топлива в баке у нас на минимальном уровне. Для того, чтобы зайти в сервисное меню, нам нужно его разблокировать. Поворачиваем ключ зажигания во второе положение. Зажимаем правую кнопку, удерживаем ее до момента появления надписи «Тест номер 1». Далее нам нужно выбрать правой кнопкой «Тест номер 19». Подтверждаем левой кнопкой. Видим надпись «Lock On».
При помощи левой кнопки нам нужно ввести сумму сложения последних 5 цифр ВИН номера кузова. В моем случае это цифра 17. Выбираем цифру 17 и подтверждаем правой кнопкой. Далее при помощи правой кнопки выбираем подпункт под номером 6 и подтверждаем левой кнопкой. Первая цифра, которую мы видим на приборной панели, это у нас значение датчика под номером 2, уровень топлива в баке без топливного насоса. Вторая цифра по центру, которую мы видим на приборной панели, это у нас первый датчик уровня топлива, сторона топливного насоса. И третья цифра, которую мы видим, это суммарный уровень топлива в баках. Далее нажимаем левую кнопку. Данная цифра, которую мы видим сейчас на приборной панели, это суммарный уровень топлива в обеих баках за вычетом резервной области. В данном подменю можно всегда увидеть в цифровом варианте остаток топлива в баке. Система контроля давления в шинах или система повреждения шин следит за давлением во всех 4 колесах в процессе движения автомобиля. При падении давления в одной из нескольких шин загорается индикатор на панели приборов, который информирует о том, что давление в шинах заметно падает. Нормы давления воздуха в шинах приведены в табличке, закрепленной в торце двери водителя и указаны при нормальной температуре для шин, рекомендованных фирмой BMW. У меня колеса в 20 размере, передние колеса качают 2,2 бара, задние 2,3 бара. При полной загрузке автомобиля спереди качают 2,3 бара, сзади 2,4 бара. Для того, чтобы система RDC могла запомнить правильное значение давления, необходимо проверить давление воздуха в шинах всех колес по прибору, манометру, и сравнить их с табличным значением, и при необходимости откорректировать его. Теперь можно включить систему RDC. Включение системы необходимо проводить в следующем порядке. Проверить и откорректировать давление в шинах. Повернуть ключ зажигания в положение 2. Запустить двигатель. С места не двигаться. Нажать на клавишу и держать ее нажатой до тех пор, пока на панели приборов несколько секунд не загорится индикатор системы желтым цветом. Начать движение. При включении задней передачи правое зеркало заднего вида автоматически опускается в нижнее положение, для того, чтобы было лучше видно бордюр, ограждение или бровку, и вы не поцарапали колесные диски во время движения назад. Когда переключаем с селектора КПП в положение драйв или паркинг, зеркало заднего вида возвращается в свое стандартное положение. Данную функцию можно отключить, если переключатель зеркал находится в левом положении. Если мы поставим переключатель в правое положение, при включении задней передачи зеркало будет стоять на месте и не дергаться. Рассмотрим, как правильно подключать бустер к автомобилю, для того, чтобы предотвратить выход из строя электроники автомобиля. Итак, последовательность подключения следующая. Ключ мы достаем с замка зажигания. Далее подключаем зарядную станцию или бустер к клеммам аккумулятора автомобиля, либо к клеммам, которые находятся у нас под капотом. Последовательность подключения. Сначала подключаемся к плюсовой клемме, далее подключаем минусовую клемму. Перед тем, как подключить бустер или пускозарядное устройство к сети, убедитесь, что он выключен. Подключаем бустер к сети. Если задача быстро запустить машину, у бустера есть режим старт. Активируем режим и включаем бустер. Показатели на амперметре. И запускаем автомобиль. Запустился. Далее незамедлительно выключаем наш бустер. Выключаем бустер с сети. Снимаем минусовую клемму и снимаем плюсовую клемму. Надеюсь, видео не пригодится, но если уже пригодится, то будет полезным. Какое у меня напряжение бортовой сети после простоя автомобиля в районе 4 дней? Машина у меня как раз постояла в районе 4 дней. Я подключил щупы к аккумулятору и при помощи мультиметра сейчас посмотрим напряжение. Сейчас напряжение у меня прибор показывает 12,5 вольт. И давайте сейчас запустим машину, посмотрим, какое напряжение сети будет на заведенную. И смотрим на заведенную. Тестер у меня показывает 13,6, 13,7. Оптимальное напряжение должно быть 13,8-14 вольт. Но такое напряжение у меня было всегда с момента приобретения автомобиля. Напишите в комментариях, какое напряжение бортовой сети в вашем автомобиле после простоя в районе 4 дней. Также интересует замер, который покажет мультиметр на заведенную.
Также в описании оставлю ссылку на телеграм-канал, где есть отдельная ветка, чат. Можете писать также туда. Вот, заглушил автомобиль, показатель на мультиметре 12,7 вольт. И сейчас сделаем еще один замер на незаведенную под капотом с клеммой генератора и с клеммой аккумуляторной, которая находится у нас под капотом. И показания на мультиметре 12,5 вольт. И сейчас сделаем замер на плюсовой клемме. Показатель аналогичный 12,5 вольт. И сейчас сделаем замер на заведенную. Показатель на заведенную на мультиметре. Показатель с клеммы 13,83,84. И сейчас сделаем еще один замер с дополнительными потребителями. Включим ближний, дальний и противотуманный свет. Также включим кондиционер. И включим обороты климат-контроля на максимальную скорость. Вот такой показатель на мультиметре при включении дополнительных потребителей. 13,6 вольт. Выключаем потребители. После подключения клемм аккумулятора у нас загорается на приборной панели ошибка 4×4. Давайте рассмотрим, как ее быстро убрать. Сейчас подключим клеммы аккумулятора. Сначала я подключу плюсовую, затем минусовую. Устанавливаем плюсовую клемму. Поджимаем. Далее устанавливаем минусовую клемму. Поджимаем. Поворачиваем ключ зажигания. И запускаем. На приборной панели у нас горит ошибка 4×4. Для того, чтобы убрать эту ошибку, нам нужно поступить следующим образом. Поворачиваем рулевое колесо влево до упора. Делаем несколько оборотов. И вправо. Также до упора. И видим, как у нас ошибка 4×4 погасла. Теперь можем вернуть рулевое колесо обратно. Какая должна быть полная комплектация багажного отделения в связи с тем, что у некоторых отсутствуют какие-то элементы в багажнике. Сейчас мы рассмотрим, какие элементы в багажнике должны быть в оригинале. Здесь у нас находится крюк фаркопа. Фиксируется он при помощи вот такой защелки. Здесь у нас находится ручка для домкрата. В оригинальном каталоге значится как кривошип подъемника. Вот так он выглядит. Домкрат находится у нас вот здесь. Здесь у нас стяжная лента для фиксации домкрата. Опора багажной двери. Так она выглядит. Предназначена для фиксации багажной двери. Установим ее на место. Далее здесь у нас буксировочный крюк. Так он выглядит. Здесь находится ключ для откручивания колесных болтов. Всего два варианта ключей под размер 17 и 19. Здесь у нас находится секретка. Так она выглядит. Всего 5 разновидностей секреток. Защитные колпачки на секретку у меня отсутствуют, но номерочек оставлю в описании. Здесь у нас находится кронштейн для двух подкладных клинов. И так выглядят наши подкладные клины. Это один клин. И второй клин. Под колесом должно быть две подкладки под аварийное колесо. Лоток запасного колеса идет в комплекте с ручкой. Знак аварийной остановки находится у нас в левой части багажника.
Так выглядит футляр. И так выглядит знак аварийной остановки. Для фиксации знака необходимо попасть вот этим фиксатором вот в это отверстие. И защелкиваем. И складываем. Номер фиксатора также оставлю в описании под этим видео. По поводу фиксации запасного колеса. Здесь есть уплотнительная резинка, шайба и болт с барашковой гайкой. Об этом есть отдельное видео на канале. Ссылочка будет вверху в всплывающем окне. И под видео в описании. Как прикурить BMW X5, если разрядился аккумулятор. Прикуривать будем от Audi. Открываем капот Audi. И открываем капот BMW. Далее нам понадобится комплект проводки. Ищем плюсовой терминал под капотом. Открываем. Подключаем к терминалу плюсовую клемму. Далее ищем под капотом Audi плюсовой терминал. Находится он у нас вот здесь. Открываем крышку плюсового терминала. И подключаемся к плюсовому терминалу. И подключаемся к минусовому терминалу. Подключаемся минусовой клеммой к минусовому терминалу BMW. Проверяем надежность соединения. Проводку мы подключили. Далее нам нужно завести Audi и дать поработать порядка 5 минут. Так, запускаем Audi. Машина донор. Запустили. И ожидаем порядка 5 минут. Также можно поднять обороты до 2000 и подождать какое-то время. По истечению времени идем запускать BMW. Пробрались в BMW и запускаем. Далее снимаем клеммы с Audi. Так, сначала снимаем минусовую клемму под капотом Audi. Убираем ее в сторону. Далее снимаем минусовую клемму под капотом BMW. И снимаем плюсовую клемму под капотом BMW. И снимаем плюсовую клемму под капотом Audi. Закрываем крышку терминала. И проводку можно забирать. Машина какое-то время поработала, аккумулятор подзарядился, и сейчас я делаю второй запуск. И не забываем закрыть плюсовой терминал под капотом BMW. Надеюсь, данное видео будет полезным. Переходите на канал и смотрите другие мои видео. Не забывайте подписаться на канал. До встречи на канале.